Здравствуйте, мои дорогие! Рад снова вас приветствовать у себя на канале. И сегодня я приготовил вам просто потрясающее видео. Может, это было бы вообще переворотом во всей нашей духовной практике, если бы вы приняли это всем своим сердцем как переоткрытие вот этого духовного пути, который назывался в древности карма-йога. Я, когда записывал видео о путях, предлагаемых нашим учением Free Way, я сделал упор на путь мудрости и путь любви. В каждом из них выделил по 2 пути, но сказал, что мы карма-йогу трактуем немножко иначе, и решил записать на эту тему отдельное видео, потому что это просто бомба, если вы это услышите. Это может стать просто очень быстрой и очень мощной практикой, через которую вы достигнете очень быстрых результатов. Теперь приступим. Почему неправильно понимается карма-йога? Почему она не работает? Почему она не используется? Карма-йога – это йога действия. Это йога, которая говорит о действии. А мы люди социальные, активные, мирские. Мы действуем целыми сутками. Мы все время что-то делаем. Мы все время работаем. Мы все время в движении. Мы не сидим, мы как бы все время активничаем. И это йога для мирского человека. Но она была утрачена. Она была утрачена, и до сих пор ее не восстановили. И вот я хочу предпринять эту попытку. Восстановить этот древний путь. В чем ошибка? Почему он был утрачен? Первое. Эта йога трактуется как действие без мотивации. Это неверный перевод. Это неверный перевод. Как это без мотивации? Мы не можем действовать без мотивации. У нас должен быть мотив. У нас куча тренингов мотивационных. Все работают над тем, чтобы получить интерес, получить мотив. Потому что интерес нами движет. Как это без мотивации? Это какая-то вялость, апатия и лень. Второе неверное трактование – это действие без опоры на результат. И вот эта трактовка просто убила этот древний путь. Как это без опоры на результат? Это значит, что нам не интересен результат нашего действия. Мы не хотим сделать хорошо. Но ведь именно весь прогресс, все движение, оно состоит в том, что мы делаем с каждым разом все лучше и лучше. Неважно, мы играем на фортепиано, печем пирог, мы заинтересованы в результате, мы заинтересованы в том, чтобы сделать лучше, качественнее, красивее. И это касается всех видов творчества, это касается нашего учения. Я стараюсь каждый раз донести все те же старые вещи по-новому, сделать их доступными, интересными, сделать их привлекательными. Разве это не мотив? Разве это не результат? Так вот, эта трактовка убила карма-йогу. И сегодня я предложу вам совершенно иное видение карма-йоги. В нашем учении это называется йога служения. Йога служения. И это путь утраченный, который может сделать революцию в духовности, если вы его услышите. Карма-йога или йога действия состоит из 3 пунктов. Само служение, благодарение и принятие благодарности. То есть сейчас я поясню эти 3 пункта, из которых состоит эта
практика. Первое и самое важное – благодарить. То есть мы не благодарим, мы платим деньги, забыв, что деньги – это всего лишь способ благодарить. Первый пункт практики и первый пункт учения. Деньги – это не средство какое-то платежа, это способ благодарить. В нашей практике мы должны увязать расход денег с внутренним глубоким чувством благодарности. То есть я не просто плачу, я не просто трачу, я благодарю. Это мой способ поблагодарить производителя. Это мой способ сказать спасибо. И я внутри, расходуя любую сумму, любую, от нескольких копеек до покупки автомобиля, я внутри испытываю благодарность тем, кто создал этот продукт, тем, кто его доставил. И это очень-очень просто. А так как вы тратите деньги в течение дня бесконечно, покупая что-то даже в интернете, вы можете испытывать благодарность. Испытывать благодарность и решить с этого дня не тратить ни копейки без благодарности. То есть каждый раз, когда я открываю кошелек, вынимаю карточку или делаю покупку, я испытываю искреннее чувство благодарности тем, кто создал этот продукт. Дополнительно к оплате. Дополнительно. То есть деньги я рассматриваю как способ поблагодарить тех за их труд. То есть за их служение. Служение и благодарение. Вы тоже не просто так получили деньги. Это тоже чья-то благодарность. Даже если вам их дал родной муж. Вы получили их не просто так. Вас отблагодарили. Вы представляете, какая красота? Вы служите. Заметьте это. Вы служите, возможно, своему ребенку. Может, вы мама, которая не работает, но служит своему ребенку. Это служение. И у вас деньги не случайно. Вас поблагодарили за ваше служение. И вы в течение дня многократно благодарите, покупая те или иные вещи, покупая те или иные продукты. Вы понимаете, это совершенно иной подход к жизни. Это не так, как я заправляю машину и обругал всех, что бензин дорогой. Так я прерываю служение своим недовольством. Я все равно ведь покупаю. Значит, я благодарю. Значит, я доволен, что этот бензин привезли, переработали, добыли нефть в каких-то невероятно сложных условиях. Почему я не подумал об этих людях, которые на морозе там добывают эту нефть, которые транспортируют, которые перерабатывают, которые доставляют до заправки, которые работают на заправке? Это все включается в ту плату, которую я сделал, но я забыл поблагодарить. Я еще остался недовольным. Так вот, не является ли это лучшей практикой для социального человека? Умение благодарить. С каждым платежом я благодарен. Когда я пью чашечку кофе утром, я благодарен тем людям, которые в Африке в жару собирали эти зерна, обжаривали их, доставляли, везли, фасовали, продавали.
Я о всех вспоминаю с теплотой. И я им говорю: спасибо, я благодарю вас. Я это сделал один раз в магазине, когда купил. Второй раз я сделал это, когда налил себе чашечку кофе. И так может проходить весь ваш день в служении и в благодарении. Третий пункт – это умение принимать благодарность. Это включает и те деньги, которые у вас появляются, и включает те устные благодарности, которые вы получаете. Не воспринимайте их лично, воспринимайте их как бесконечный поток служения и благодарения. И тогда вы не будете стесняться, и тогда вы не будете взращивать гордыню. Вы поймете, что это бесконечный поток служения и благодарения, которое исцеляет вашу структуру от отдельности. И оно исцеляет от всех видов эго, от всех видов гордыни. Вы посмотрите, дальше ваш поток наблюдения за служением будет расширяться. Посмотрите, ваше кресло служит вам. Вы сидите на нем, но вы не испытываете благодарности. А пусть она родится. Пусть это будет благодарность всем предметам, которые вас окружают. Кровать вам сегодня служила, кресло. Кто-то изготовил для вас продукты, кто-то сделал вам приятно, создав новый фильм или это видео. Посмотрите. Вы пользуетесь и благодарите. Вы можете поблагодарить устно. Это бесплатное видео. Можете поблагодарить деньгами. Неважно. Важно, что вы осознаете. Вы не прерываете этот поток служения и благодарения. И социальный человек прям создан для этого учения. Он в течение суток только этим и занимается. Служением и благодарением, а также получением благодарности. Если вы услышите это учение и начнете его практиковать, я вам гарантирую, через месяц вы будете совершенно другим человеком. У вас начнет просыпаться безусловная любовь к этому потоку существования. Посмотрите на солнце. Это служение. Оно служит тем, что дает тепло. Посмотрите на дождь. Это служение. Он поливает ваши грядки. Посмотрите на любую вещь с этой позиции, и вы увидите, что животные служат нам. Они отдают свои жизни, чтобы мы покушали. Неважно, как это выглядит, хорошо, плохо, но это так происходит. Мы тоже, в свою очередь, кому-то послужим, даже своей смертью. Если вы это услышите, это перевернет вашу жизнь. Это станет прорывом в духовности, в настоящей духовности. Поэтому этот путь так глубоко спрятан. Вы занимаетесь джняной, занимаетесь бхактой, но путь социального человека напрямую связан с действием, с кармой. Карма-йога – это йога служения, йога благодарения и йога умения получать благодарность. Всего 3 пункта. Теперь немножко о том, чем заканчивается эта практика, чтобы вы услышали меня. Если вы в течение дня раскрываете свое сердце в благодарности за все, что вам сделали, всем предметам, которые вам служат,
вы становитесь очень любящим, очень благодарным. Если вы не платите ни одной копейки без внутренней благодарности и понимаете, что деньги – это не средство накопления или еще что-то. Деньги – это средство для благодарности. К каждому платежу вы прилагаете искреннее послание. Спасибо вам за ваше служение. Вы думаете о тех, кто создали это благо. Когда вы служите, когда вы работаете на работе, когда вы служите своим родным и близким, неважно, что вы делаете это для других. Посмотрите, вы можете это делать с любовью, вы можете это делать уже находясь в этом бесконечном круге служения. И делаете вы это потому, что вам уже послужили. Вы должны были покушать, прежде чем пойти на работу. Вы должны были поспать. Вы должны были поехать на машине. Вы должны были получить огромное количество благ, чтобы самому начать служить. То есть прежде чем вы начали служение, вам уже послужило огромное количество вещей, людей и явлений. Солнышко встало, дождик прошел, земля вертится и так далее. И это все бесконечный поток служения и любви. И вы в этом потоке не какая-то щепка ненужная. Вы его часть, как этот организм. Он не может жить без того, чтобы быть связанным со всеми явлениями во Вселенной. Вся Вселенная служит вам, а вы служите всей Вселенной. И однажды случается чудо. Вы исчезаете, как кто-то, кто может притязать на служение, как кто-то, кто являлся получателем благодарности, вас просто сносит этим потоком служения, этим бесконечным потоком взаимного уважения, взаимной любви, взаимного почитания в этой йоге служения. Вы не знаете начала, потому что это непрерывный поток. И вы исчезаете, эго растворяется, и вы начинаете переживать опыт сознания недвойственному своему содержанию. Все виды эго основаны на прерывании этого потока, на притязании. Недавно мы разбирали видео «Духовное эго». Ведь это такое же прерывание потока. Ведь то, что, например, я сейчас делаю, это моя часть служения. И я с радостью принимаю вашу благодарность. Вы служите мне, я служу вам. Я бы не смог записать это видео, если бы не изготовили эту камеру для меня. Поэтому вы не можете найти то место, где начало. Нет начала. Нет начала и не будет конца. Это поток. Поток любви, поток служения, поток благодарности. Войдите в него. Попробуйте практиковать это. И вы не сможете покупать вещи, за которые у вас не возникает
вот этот глубокий импульс благодарить. У вас уйдет этот потребительский психоз. Вы поймете, что вы хотите купить только то, за что хотите поблагодарить. Но если вы покупаете то, что вам нравится, то, что вы любите, у вас естественным образом будет возникать эта благодарность. Поэтому практика состоит из этих пунктов, очень простых. Я не плачу ни копейки денег, если я не испытываю глубокую благодарность. А всегда, когда я плачу, я ее испытываю. Все, что я делаю в течение дня, я переживаю как свое служение. И я с радостью воспринимаю ту благодарность, которая ко мне приходит. Я не говорю, что я недостоин или еще как-то. Я не хочу прерывать этот поток. Я должен дать возможность людям тоже благодарить. И я с радостью принимаю их благодарность за свое служение. Посмотрите, как это отличается от этой духовной гордыни, которая говорит, что все должно быть бесплатно. Это попытка разорвать этот круг, разорвать эту естественную, абсолютно честную практику служения и благодарения. На этом я хочу закончить. Мы, конечно, у нас на форуме, на онлайн-встречах будем обсуждать более подробно этот забытый путь карма-йоги. Но главное, я вам сегодня попытался донести. А теперь, по традиции, минуточку служения. Еще раз спасибо вам. Я думаю, вам понравилась эта практика и этот путь.